Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 31 августа. Давайте узнаем, что произойдет для вашего знака зодиака, какие подсказки нам дадут карты. И у нас первая колода 78 дверей. Какие двери будут открыты, какие закрыты, куда мы сами, может быть, не пойдем. И главное, каковы ключи. Может быть, мы и сами что-то не будем инициировать, а что-то нам придется и переиграть, вот так вот пересмотреть. Давайте одним словом узнаем. И на второй колоде, это у нас колода Чаромаркети Золоченого Таро, мы поподробнее скроем все то, что нам расскажут карты первой колоды. Что же случится, произойдет? Пусть эти три карты, которые мы с вами достанем, будут как знаки судьбы. Ну, все равно же Вселенная нам хочет подавать какие-то знаки. Может быть, это, знаете, как прелюдия какая-то. Или нас готовят к тому, что что-то будет меняться. Ну, по крайней мере, продумаем альтернативные варианты. Итак, первый знак судьбы или что случится, что произойдет. Ключевое событие мы можем назвать и так. Или просто сфера нашей жизни, которая будет наиболее активно проигрываться. Вы будете там что-то принимать как важное решение или обдумывать для себя. И на колоде Чаромаркети спросим ваше настроение, общий фон, в котором вы можете находиться, как вы это можете чувствовать. Неожиданности будут. Вторая карта, то, чего мы не ждем. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Это ваши планы, это ваши достижения. Или поездки, перемещения, может быть и так. Вторая карта – это финансы, деньги, откуда к вам приходят и как вообще на 10 дней. И любовь, личная жизнь и взаимоотношения. Достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Ну так что ж там случится, произойдет? Можно уже завершать наш расклад, когда карта такая выпадает. Вы знаете, во многих колодах, где прописаны иногда буквы иврита, и часто это со знаками именно планет сопровождается. Так вот, у нас карта мага, по крайней мере, по планетам, совпадает с планетой Меркурий, планета-управитель вашего знака зодиака. И уже в этот период, на который мы смотрим с 20 по 31, это прямое движение, ретроградность Меркурия закончилась. И поэтому здесь для вас что-то становится очевидно. Что-то вы, наверное, мои дорогие девы, сделали так хорошо, знаете, так филигранно, каллиграфически, может быть, и написали, создали, договорились. Все-таки все стихии в руках. Когда вы видите и себя благодарите. Ох, какой ты молодец, или какая ты молодчина. Вовремя ты увидела или, может быть, прочувствовала, а вам ваше шестое чувство, интуиция у мага развита по максимуму, дает правильные подсказки. И ведь это карта практика. Но это не совсем тот практик такой, знаете, со стороны прожженного прагматика. Нет. Он как раз и допускает этот самый альтернативный вариант, или он идет как своим путем. Та тропа, по которой никто не хотел или, может быть, не захотел идти. Вот такое я могу тоже предположить. Вы какое-то свое направление видите. И не случайно говорю «миссия» часто. И я почему так говорю? И карты часто это подтверждают, я основываюсь на астрологических даже прогнозах. И вы, мои дорогие девы, я, кстати, вас хочу пригласить на свой сайт, я оставлю все ссылки в описании. Есть у меня и прогноз до конца августа, есть и на август. Ну, там самые разные прогнозы, статьи по психологии. Переходите, читайте, я думаю, подсказок будет еще больше. Но ведь по этой карте, вот действительно, тут может быть такая ситуация, почему я говорю как альтернативный вариант. Да и время-то у нас с вами, прямо скажем, такое, когда не все поддается логике и здравому смыслу. А вот интуиция – это тандем пережитого опыта, причем сложного, тяжелого. Это тот опыт, который мы именно пережили и оставили в виде опыта, нет эмоций и интеллекта, мои дорогие. Кто-то ошибочно думает, что интеллект и сознание – это одно и то же. Нет, сознание – это как компьютерная программа. Это когда мы в одном стереотипе повторяем что-то. Да, для нас это привычно.
Мы часто действуем на автоматизме. Никакого автоматизма у мага нет. И в этот период времени, на который мы с вами смотрим, у нас происходит очень важное такое событие, как Солнце, светило, входит в ваш знак зодиака. Это происходит 23 августа. И это будет продолжаться до 22 сентября. Кроме того, 25 числа планета Венера из знака Рак переходит в знак Льва. И если в Раке мы говорили просто потому, что люблю, например, отношения, да, или потому что мне нравится этим заниматься. Вот когда Венера во Льве, мы более конкретны становимся, и мы уже начинаем просчитывать. И к чему это идет? Или, а какой в этом смысл? Зачем мне это все нужно? И вот как раз на перепутье-то у нас и получается 23 число, когда Солнце входит в ваш знак зодиака, целесообразность. Внимание где-то может быть и к деталям. Или когда они просто, ну, какие-то восторженные эмоции. А в практике это что означает? И в любой сфере жизни, потому что старший аркан говорит о том, что у вас какая-то мощная перезагрузка проходит. И это все на пике ваших возможностей, карта мага. Надеюсь, вы меня правильно понимаете. Но вот что тут скажешь? Ну, можно было завершать, конечно, на первой карте, карта мага. Так тут еще и я ж продолжила. А у нас вторая карта Солнца. Раньше говорили, когда Солнце выпало, иди, у тебя все хорошо. Пусть у тебя сейчас там не разбери, поймешь, что там творится, или, ну, вообще все перемешалось, да? Но все равно все отстроится. Но это важная карта, когда мы выбираем новое жизненное направление. И этим вы будете заниматься очень активно. Приготовьтесь. 6-8 месяцев. Карта нам дает дистанцию. Уже подсказка будет в этом. Вы маги и волшебники на 6-8 месяцев. И было бы, ну, не очень правильно терять время попусту. Или застрять в каком-то перфекционизме. Вот ведь прекрасный транзит, да, Солнце в вашем знаке. Но для всех знаков зодиака стихии Земли будет, знаете как, а еще для раков, кстати. Ну, хоть вы к этому не относитесь, но мало ли у кого-то асцендент, предположим. И близнецов, кстати, тоже. Вот знаки Земли, близнецы и рак. Солнце в вашем знаке может вызывать желание вот такого перфекционизма, что-то, как один какой-то проект, тему именно отточить филигранно. А этого делать не следует. Вам помогает, когда вы быстро умеете переключаться. Это, наверное, как программисты, программирование само, да. Если какая-то ошибка, и вот она, весь код съезжает, то начинают заново. Или что-то вообще по-другому. Потому что мы больше времени потеряем, пока мы будем что-то шлифовать. Или вот искать там тот знак, который где-то сломал вот эту всю программу или какую-то последовательность. Ну, я надеюсь, вы меня правильно понимаете. Поэтому критическое мышление помогает нам всем без исключения. Солнце в Деве. Но если про перфекционизм или желание довести до совершенства, нам тогда карты говорят: оставь. Ты уже как бы совершенство само по себе, по умолчанию. Но это точно. Ваша задача еще успеть отдохнуть в эти 10 дней. Если не было прежде отдыха, тогда точно, ну, я не знаю, несколько дней. Даже если у вас какая-то многозадачность, и, ну, на мне все как бы замыкается. Вот кто-то из вас так может думать. Десятка жезлов говорит о том, что мы, повторяю, опять же, какой-то шаблон. Мы уже не видим чего-то другого или альтернативного. Конкретно не ударяясь в подробности этой карты, человек стоит и толкает стеклянную дверь. За ним наблюдает девочка. Она думает, что это какая-то игра, а у него-то не игра, он уже кричит, бьется буквально в эту дверь. Все проходят мимо, никому нет дела. И шутовской костюм на девочке, и на нем, вот на нашем герое. А ведь все очень просто. Просто эта дверь, она открывается по-другому. Ее нужно легко, непринужденно потянуть на себя. И она открылась. Вы понимаете, вот все то, что я сказала по предыдущим картам, эта карта подтверждает. Но эта карта еще и усталости. И как древние китайцы говорили, это их поговорка: уставшие люди делают ошибки. Поэтому
рациональное какое-то зерно будет крыться и, знаете, как в свежей голове. Или когда вы отдохнувшие, мои дорогие, тогда, видимо, вы точно будете видеть, как вам действовать, понимаете? Вот конкретно карта об этом говорит. Будьте внимательны. Ваше настроение. Ну вот, наверное, глаза-то у вас разбегутся, или что-то вас будет радовать, безусловно. Это карта радости, но это еще и карта путаницы, как любая семерка. И эту путаницу э, могут создать люди с какими-то, даже с восторженными эмоциями, хотя это все положительно. Ваше настроение тоже, если мы спросили, оно будет хорошим настроением. Но это, знаете, как не случайно сказала, глаза разбежались. И мы еще не знаем, в каком мы направлении пройдем или что мы выберем. И вот здесь вот это как раз хладнокровие или ваше критическое мышление, оно и помогает. Но если, может быть, и внешние какие-то факторы, еще что-то не определено, еще не прояснено, будет только, как, знаете, сейчас словно хаос, а потом он будет в какой-то порядок отстраиваться. Но, видимо, и для вас быть рациональными, не выбрать то, что не надо, а может быть и не застрять в этом выборе, опять же, да, лучше что-то попробовать, видите, ага, какая-то заминка, так, значит, себе сказать вовремя стоп, пробую что-то другое. Но то, что настроение будет на уровне хорошем, это факт. В неожиданностях. Ну вот и не упустишь ты этот кубок, нам говорят, потому что человек читает книгу. Книга – это прекрасно, но он погрузился во что-то одно, и он не видит уже другого. Просто карта подтверждает, что возможности приходят неожиданным путем, и у вас это может быть и как выход из какого-то запутанного, или, знаете, тут не столько запутанное по четверке кубков, а когда какая-то замшелая ситуация, надоевшая ситуация, или то, что, ну вот, пейзаж все никак не меняется. Как бы я тут не бежала или что бы я тут не делала, а вот прогресса какого-то нет. А потому что вы не рассматриваете какой-то иной вариант. И здесь приходят к вам подсказки, причем совершенно неожиданно. Подсказки будут. Завершить какую-то паузу или как какой-то стоп, остановку в вашей жизни. Будьте внимательны, мои дорогие девы. Мы ведь можем этого не увидеть. Или где-то, страдая перфекционизмом, сказать: «Нет, это потом. Вот я сначала книжку дочитаю». Ну, я утрирую, конечно, но требует от вас, мои дорогие, совершенно других энергий это время. Видимо, планета Меркурий, планета-управитель. И это, знаете, как высшая октава интеллекта в вашем знаке по Меркурию. И поэтому интеллект нам не дан для того, чтобы мы тут сидели, что-то шлифовали, будем говорить, или оттачивали свое мастерство, а, наверное, для того, чтобы мы, знаете, как набрали себе каких-то возможностей, с которыми потом мы будем тоже разбираться. Может быть, делать пару шагов, чтобы окончательно понять, ага, вот мне вот тут надо вообще быть, но надо мне сюда идти, или этим заниматься, или нет, эта тема неплохая, но сейчас не время. Хорошо, переключаюсь на что-то другое. То есть вот, знаете, вот такой ритм или, может быть, такая многозадачность, но которую создали не вам, а вы сами. Когда вы именно понимаете, что мне просто надо попробовать, чтобы понять, через опыт где-то, нужно этим заниматься, продолжать, или пока оставим, поставим это на паузу, и я уже знаю четко, на что я переключусь. Тут, знаете, как тезис-план вам где-то обе карты говорят, ты себе составь. И будь готов корректировать. А я бы сказала план А, план Б, план С. И будьте готовы и имейте его. Запасной аэродром. У мага он всегда есть. Ведь этот маг, ему присущи такие энергии, когда он может вот взять и словно раствориться. Это понятно, что шапку-невидимку он не одел. Но это способность человека так вести себя в обществе или в какой-то, может быть, компании, пусть, или ну, пространстве, наполненном людьми, может быть, этих людей разное количество, когда вы можете благодаря словам, своему поведению, словно так вот незаметно отступить в тень, уйти за кулисы. Для вас это будет важно. Кому интересно поподробнее, я иногда об этом говорю, когда выпадает карта маг, чтобы понять, потому что многие думают, маг – это магия, да ни разу тут не про магию. И есть Всеволод Соловьев, и у него два романа, по сути дела, это об одном человеке, его фамилия Захарьев Овинов.
Так вот, эти две книги называются «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер». Он описывает судьбу человека, и магами не рождаются, ими становятся. Какой сложный путь прошел человек. Причем этот сложный путь начался в детстве. Ваш знак зодиака у вас тоже, но вот астрологически у многих из вас именно почему-то у Девы. И где-то особенно, может быть, у мужчин. Сложное детство. Это то, о чем вы никому не расскажете. Вы будете держать марку, причем всю свою жизнь. И так вот, если мы поворачиваемся в сторону романов, то описывает Соловьев этого героя как, ну вот, сама по себе любовь, да, мы говорим, или личная жизнь. Насколько сложный путь прошел человек, прежде чем он обрел эту любовь. Какая борьба была в нем. И причем он действительно был маг. Он действительно был розенкрейцер. Кто-то скажет, это все спорно, это все выдумки. Ну, тут у каждого своя индивидуальная, мы сейчас вообще это не обсуждаем. Но кому вот что-то подобное интересно, прочитайте, потому что пересказать это невозможно. Но вы тогда поймете себя самого и еще лучше. Или саму. Ваши достижения. Но надейся сам на себя. Всегда отшельник, классические колоды и чаромаркети не исключение. Он очень наглядно рисует. Так вот, у нас отшельник с фонарем. Что такое фонарь? Интуиция. Это то, о чем я уже говорила. И по преданию интуиция включается как раз вовремя. Вот. Какая-то возможность. Это ведь внутренняя подсказка может быть по 4 кубков. Включился фонарь. Ага, змея. Будьте внимательны. Запасной это аэродром совершенно необходим. Но может показаться, что отшельник стоит на месте. Нет, он идет своим путем. Вы знаете, я бы сказала, не рассказывайте, что вы собираетесь делать. Потому что рассказал одному или одной, это будут знать все. Здесь, знаете, как какая-то неписанная магия срабатывает, когда мы, ну, можно верить, можно не верить, но счастье, удача любит тишину. Есть фраза «я себя сглазил», да? Так вот, это не что иное, никто не сглазил, а просто кому-то доверился. А тот, кому вы абсолютно доверяли, каким-то образом либо присвоил себе, либо разболтал, либо, ну, вот что-то происходит. Поэтому мы, как по отшельнику, никому ничего не говорим, и это вас бережет. И идет отшельник медленно, поэтому какая-то тема, задумка у вас будет развиваться тоже медленно, и так, как вы этого хотите, но по отшельнику, ведь он готов пройти этот путь. Это путь философа, мои дорогие. Это путь дервиша. Перекладывайте на себя. Финансы. Какая-то либо путаница, либо вам пытаются эту многозадачность создать. Может быть, это у вас нужно выйти из сложной финансовой ситуации. Тогда, знаете, вокруг вас много советчиков вообще. Может быть, много будет людей, которые говорят. Один говорит, что мне это нравится, а второй все критикует наоборот. Вот по 5 жезлов информационный хаос, как сам по себе. Может быть, и каким-то образом он влияет на деньги. Может быть, это вы пытаетесь с чем-то разобраться. И вам нужно выплыть среди вот этой разрозненности. Это могут быть и люди, которые вам пообещали поддержку. Утром пообещали, к вечеру забыли. Здесь проходят те люди, которые, они пока сами не могут определиться. И не потому, что у них хитрый, коварный план в отношении вас, вашего кармана, будем говорить. Тут ведь у кого-то может проиграться. И именно взаимодействие какое-то. Вот почему и говорят, ты тут не верь или не поддавайся какому-то шаблону. 10 жезлов, мы с вами говорили. Тут все нужно как-то по-другому. На кону, посмотрите, карта мага, карта солнца. Очень редко такое выпадает. Но вот то, что путаница какая-то есть, или финансовая, или вы, может быть, с кем-то договаривались, а тут вас подводят, а вам придется самому что-то переделывать. И пусть это даже вот эти 2 карты, как по работе ситуацию нам показывают. Вы и еще кто-то, например, отвечаете за проект. Так вот этот кто-то может взять, внезапно заболеть, если мы ходим по найму, да, или так это, ну, взять и как-то хитро переключиться на что-то другое. Но если для вас важно что-то, потому что по карте Солнца мы именно тем занимаемся, что нас приводит к успеху. Одним словом, хотим мы или нет, но с картой отшельник уже какая-то философия жизни
она в эти 10 дней присутствует. Но к деньгам нужно быть аккуратному, внимательному. И в личной жизни двойка мечей есть какая-то тоже либо путаница по двойке мечей, либо выбор, мои дорогие. И выбор может быть разный. У кто-то с учетом первых двух карт, как семьей собирается переезжать, или, может быть, к вам кто-то собирается приезжать. Может быть, стоят вопросы проживания, где вы вообще будете с семьей проживать, или как вы будете, какой-то вопрос решать внутрисемейный для тех, кто один или одна. Тут может даже, знаете ли, глобальнее стать. Почему? Потому что вот этот выбор может стоять между отшельников, как известно. Отшельник – это у нас одиночка. Не путать с одинокими людьми, пожалуйста. Это тот, который философ все-таки, да, для него есть что-то более важное. Это где-то и маг тоже. Увы, маг тоже одиночка, мои дорогие. И вот прочитайте романы, и вы в этом убедитесь. Поэтому у кого-то сфера достижений, назовем ее так, ваша задумка, или какой-то переезд, новая работа, новая должность, новое направление в бизнесе, наверное, все что угодно. И личная жизнь. Вы можете чувствовать, что мне часов в сутках не хватает, или я не знаю, как мне разорваться со всем этим. Или, может быть, у кого-то и вопрос, когда третий лишний, увы, так тоже бывает. И неважно, с какой позиции этого третьего лишнего, для одного, для двух, наверное, это тоже может проиграться, поэтому я должна это озвучить. И вот неважно, с какой позиции, опять же, в этом тройственном союзе вы находитесь, но вам это тоже может надоесть. И, скорее всего, вы тут выберете себя. Вам захочется больше ясности. А Солнце еще в вашем знаке. Знаете, это как мы себе задаем вопрос. И доколе это будет длиться? Вот буквально так. Причем это, знаете, как такой финальный аккорд, причем на крещендо, когда очень громко, когда уже что-то умалчивать мы не хотим. Вот у каждого по-разному. Наверное, так же, как и мы все разные. Давайте будем реалистами. Основные ваши карты. Вот. И это тоже. Потому что отдых необходим. Совет. Вот смотрите, карта праздника. У кого-то делать выбор. Это все то, что я говорила. Но настроение будет действительно хорошим. Вы можете на фоне хорошего настроения принимать важные решения. Ведь мы очень часто вот эту философию, как по отшельнику, связываем с тем, что должно что-то такое произойти, что вот я должен задуматься от этого. Нет, тут уже вы как будто все продумали. Теперь вы уже видите, если не результаты, то уже ожидаемые какие-то результаты в перспективе вы точно видите. Вас это вдохновляет, вас это радует. Уже какой-то праздник в вашей жизни явно будет. Будут и хорошие сведения или, может быть, новости, возможности, мои дорогие. Праздник, одним словом. Но ведь эта карта еще будет говорить: отдохни. Возьми какую-то паузу. Расслабься где-то. Вот для вас, может быть, сам по себе релакс. И неважно, где он будет происходить. Или с книжкой на диване, да, когда вам просто, может быть, физической активности вы очень много проявили в предыдущие дни. А для кого-то это может быть спа-салон. Тут мы тоже все разные. Или пойду-ка я схожу в бассейн, поплаваю. И не так дорого, и очень хорошо. Или просто когда хочется отойти и вообще куда-то на природу съездить. Понимаете, для вас перезагрузка какая-то совершенно необходима. Потому что эмоции, они есть, у вас их много. Но в вашем случае каким-то образом они вам помогают правильно отдохнуть. Вот я бы сказала так. Потому что наступит именно в эту декаду тот период, когда от эмоций придется где-то и отказываться. Поскольку карта мага и карта солнца, что-то конкретное, что-то вполне определенное стоит у вас уже на горизонте, как на пороге. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые девы. Я вас люблю и вас благодарю за вашу помощь, за вашу поддержку, за то, что вы смотрите мои видео, пишите искренние комментарии. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.